Анджей, я все-таки хотел бы вернуться вот к этому инциденту на чемпионате мира по блицу среди женщин. Вы прокомментируете его? Это тогда, когда судья засчитал поражение девочки, которая не поставила Я ферзя. там ничего не мог уже сделать, это было поздно. Но дело в том, что какой-то человек, я не знаю, как он там, издал какую книжку. Теперь Нина Семеновна дала мне это, показала эту книжку. Я не знаю, какая фамилия, все равно. Напечатал и сделал вред. Потому что, когда человек пишет какую-то книжку по правилам игры, и эта книжка распространена, то должна быть утверждена через судейский коллегиум Российской шахматной федерации. Когда не утверждена, это пустые слова. Любой человек, я могу написать себе о положении этого фестиваля, что тут не пускай, пешка должна ходить в одно поле. Зачем два? И все. И я за это не отвечаю. И он за это не отвечает. Он, может, хотел облегчить жизнь ребенком, а осложнил жизнь разным людям, которые принимают его, потому что напечатано в книжке. Книжка, где он дает советы, касающиеся правил, должна быть утверждена через Российскую Федерацию. Это тоже недостаточно на международные соревнования, но пока на внутренние достаточно. Но есть какой-то уровень. Бо я знаю судей российских, хороших судей российских, которые бы никогда этого не утвердили. Теперь скажите, А пожалуйста, любой человек пишет себе правила, и что? а судья имеет право, если он увидел неправильный ход, сказать об этом игроку? Или он должен молчать? Вот как тут поступать? Скажем, кто-то сделал невозможный ход. Говорят, неправильно, невозможно, Невозможно как бы то сказать, официально по вашим там переводе, как бы то сказать. В блицу не должен. То есть он вообще не имел права вмешиваться в данном случае. То есть он нарушил главное правило. Не то, что он там прав или не прав. Когда противник не требует, он вообще в блицу не должен ничего говорить. Так, хорошо. Но есть исключения. Это по новые правила, которые изданы и введены в Дрездене 2008 года, и которые действуют с 1 июля 1929 года, там напечатано, что когда один арбитр на партию блица, он играет по классике. И тогда он может в таких случаях что-нибудь там сказать. А тут вообще не мог обратить. И когда нет требования игрока, вообще он ничего не должен говорить. Так, хорошо. А какие дисциплинарные меры могут быть приняты к этому судье? Ну, хотя бы какое-то замечание. Я не говорю, что его надо уволить и совсем, но замечание какое-то будет? Я тебе скажу откровенно. Я думаю, что я нахожусь в России. А в России есть Российская шахматная федерация и тоже судейская коллегия. Пусть им решать эту проблему. Ага. Вы дипломатически уходите. Нет, я с точки зрения, знаете, в таких случаях я бюрократ. Да, я могу им, как они мне спрашивают мое мнение об этом, я скажу. Но дело в том, что я не буду принимать, что он должен. Подождите, нет, но здесь есть немножечко вопрос. Если бы это было внутрироссийское соревнование, я бы, наверное, с вами согласился. Но ведь это было соревнование международное. Да. Тогда вы должны высказаться официально. Но я сказал сегодня на этих лекциях, что это дурачество, это правило. Ну и, конечно, соблюдение правила тоже дурачество. А какое правило? Что когда он поставил, когда не дотянул пешки до последней, только поставил ферзя и взял пешку, то это засчитали ее поражение. Причем судья прервал партию, я это все А вообще не имел права прорвать партию. В том же дело. Вот это вот самое Там главное. Много ошибок в одном месте. Как он идет речь? Это идет о чемпионате мира по блицу среди женщин. Четвертьфинал, кстати. Четвертьфинал. Да, кто там?
Вы можете отмазаться, сказать, что это четвертьфинал, это российский отбор на чемпионат мира, и это неофициально. Я ничего не хочу сказать. Так и есть, кстати. Это наш... Я принял то, что вы сказали, и вы правы, что я должен сказать. Я это понял.